старинном городе Глендейл, где узкие улочки вились между домами с черепичными крышами, а церковь Святой Марии возвышалась на холме, каждое воскресенье звонили колокола, собирая людей на мессу. Отец Маркус, высокий седовласый священник, был известен не только в городе, но и в окрестных деревнях, за его спокойствие, терпение и способность донести Слово Божье до самых отчаявшихся. В то утро церковь была переполнена. В первых рядах сидели монахини из монастыря Святой Грейс, в том числе сестры-близнецы Лия и Хелен, а рядом с ними их добрая подруга, сестра Эмма. Настоятельница монастыря, мать Ирен, следила за службой с легкой улыбкой, время от времени с любовью посматривая на отца Маркуса, своего друга детства. Проповедь шла своим чередом, как вдруг в голосе отца Маркуса послышалась дрожь. Он судорожно вдохнул, его лицо побледнело, и он рухнул на пол, микрофон грохнулся эхом, ударив по сводам храма. В церкви повисла мертвая тишина, прерванная вскриками верующих. Секунду спустя, словно по цепной реакции, сестра Лия покачнулась и упала вперед, а вслед за ней — Эмма, ударившись о мраморные плиты пола. Мать Ирен в ужасе вскочила, крикнув: «Кто-нибудь, помогите!» Прихожане метались. Кто-то вызвал скорую, кто-то стал молиться вслух. Врач, оказавшийся среди прихожан, проверил пульс у всех троих и тихо проговорил: «Простите, их больше нет. Я ничего не смогу сделать». Весть о трагедии разнеслась мгновенно. Люди с плачем приходили к церкви, ставили свечи у дверей, оставляли цветы. На похоронах, устроенных на старом кладбище на окраине Глендейла, собралась почти вся округа. 3 гроба стояли рядом, покрытые белыми лилиями. Мать Ирен с трудом находила силы говорить слова утешения. Сестра Хелен не могла сдержать рыдания. «Сестренка, не оставляй меня, пожалуйста», — шептала она, прижимая ладонь к холодной крышке гроба Лии. После похорон Хелен начали мучить ночные кошмары. Снова и снова ей снилось кладбище, и как только она открывала гроб сестры, он оказывался пуст. Она видела себя среди надгробий, слышала голос Лии: «Я здесь, но не здесь». Днем Хелен старалась убедить себя, что это всего лишь горе, но когда она приходила на кладбище, то замечала, что цветы и свечи стоят не так, как она их оставляла. Внутри росло чувство, что все это не случайность. Через несколько дней Хелен пошла к матери Ирен. «Матушка, простите меня, но я чувствую, что что-то ужасное скрыто. Я не верю, что Лия мертва. Дайте мне разрешение на эксгумацию», — дрожащим голосом умоляла она. Ирен была потрясена. «Ты понимаешь, о чем просишь? Это святотатство». Но Хелен смотрела ей прямо в глаза. «Я не могу жить, пока не буду уверена. Если я ошибаюсь, я смирюсь». Согласие настоятельницы далось с трудом. В день эксгумации люди стояли вдалеке, наблюдая, как рабочие аккуратно открывают гроб Лии. Когда крышка медленно откинулась, раздался единый вздох изумления. Вместо тела девушки была лишь груда камней. Мать Ирен упала на колени. Хелен, как загипнотизированная, прошептала: «Я знала. Она не здесь». Гробы отца Маркуса и сестры Эммы вскрыли сразу же, и в них нашли то же самое. Полицейские в замешательстве переглядывались, не понимая, кто и как мог провернуть такое. Мать Ирен держалась за сердце, шепча молитвы, а Хелен стояла с лицом, полным решимости найти их. Начавшееся расследование вскрыло ошеломляющую правду. За 2 недели до трагедии Лия и Эмма стали свидетелями в лесу, как мэр Глендейла. Ричард Колман застрелил своего соперника, который мог победить его на выборах. Монахини спрятались, но их обнаружили, и мэр отдал приказ уничтожить свидетелей.
В отчаянии они добежали до церкви, где все рассказали отцу Маркусу. Он связался с шерифом Стивенсом, который уже несколько лет расследовал коррупцию мэра. Шериф понял, что без веских доказательств не сможет арестовать Колмана. За ним стояла целая сеть влиятельных людей. Тогда Стивенс предложил отчаянный план — инсценировать смерть свидетелей, пока он будет собирать доказательства. С помощью редкого препарата, который временно останавливал сердцебиение, он заставил троих выглядеть мертвыми. Их похоронили, подменив тела в гробах камнями. Все это время отец Маркус, Лия и Эмма находились в убежище под охраной шерифа, не смея выходить даже на улицу. Но когда шериф узнал о решении Хелен вскрыть могилы, он понял — теперь правду не скрыть. Когда отец Маркус, Лия и Эмма появились на центральной площади Глендейла, люди ахнули. Кто-то упал на колени, кто-то перекрестился. Хелен, заметив сестру, закричала «Лия!» и бросилась к ней, обнимая так крепко, что казалось, их никто не сможет разлучить. Мать Ирен рыдала, не веря своим глазам. Но вместе с радостью пришла и угроза. Мэр Колман с охраной приехал на площадь и, сдерживая злость, с натянутой улыбкой заявил: «Какое чудо! Я рад, что наши дорогие слуги церкви живы!» Отец Маркус сделал шаг вперед и громко сказал: «Чудо — это когда правда выходит на свет, а зло больше не может прятаться». Толпа взорвалась криками. Кто-то крикнул: «Мы устали от лжи!» Вдохновленные храбростью священника и монахинь жители один за другим начали рассказывать о шантаже, вымогательстве, угрозах со стороны мэра. Шериф Стивенс понял, что настал момент. Он надел наручники на Колмана прямо на глазах у толпы и сказал: «Ты проиграл, Ричард». Вскоре пошли аресты других участников коррупционной сети. Правда, наконец победила, а Глендейл очистился от гнета. В церкви устроили благодарственную службу. Люди благодарили Бога и тех, кто не побоялся бороться за справедливость. Хелен рассказала сестре о снах с пустыми гробами и мягким светом. И Лия поняла, что их связь сильнее любых опасностей. Их история стала легендой о вере, храбрости и том, как даже перед лицом смерти любовь и правда способны победить тьму. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.